你的魂力已经枯竭到连武魂都无法释放了，不是吗？不要以为你赢了，双生武魂。我忘了告诉你，对本大人使用精神控制的技能，后果可能是会很糟糕的。给本大人记好，小看我们史莱克的人一定会后悔。Континентальный турнир мастеров достиг своей первой кульминации. Этой кульминацией является матч между Академией Шрека и Академией Небесных Знаний. Можно сказать, что в этом соревновании 7 монстров Шрека использовали все свои козыри. И даже дебютировал Молот Чистого Неба. Это первое появление Молота Небес во второй части. И по сути Ван Дун первый из легендарного клана Чистого Неба, кого мы видели. Да и для всех зрителей турнира, вероятно, это был огромный сюрприз. Кто не захочет посмотреть на непревзойденный Молот Чистого Неба, что прославился на весь континент? В прошлом сцена спасения Танхао с Молотом Чистого Неба стала одной из самых популярных и известных сцен первой части. Теперь мы снова увидим крутой момент с присутствием Молота Чистого Неба, однако теперь в руках внучки Танхао. Пользуясь возможностью, очень хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал. Мы уже идем к 100 000 подписчиков. Поделитесь видео с другими, расскажите друзьям. А если вы еще не подписаны, то кнопочка подписаться находится прямо под видео. Буду безмерно благодарен такой поддержке. Согласно оригиналу, когда Ван Дун, Хуэйхао и Бэйбэй сражались против Академии Небесных Знаний, духовная сила каждого была исчерпана, но в команде противника все еще оставался мастер поддержки выше 40-го ранга. Все сейчас зависело от Ван Дуна. Победит ли команда монстров Шрека или проиграет? Но у Ван Дуна был козырь, который не требовал духовной силы. Все просто, на его молоте нет колец. Поэтому он его использовал чисто как огромное и мощное оружие без навыков. Это грубая физическая сила, которая отлично сработала. Со словами «Кто тебе сказал, что я не смогу победить без духовных навыков?» Ван Дун активировал сильнейший дух в мире. Это второй боевой дух Ван Дуна, Молот Чистого Неба. И для его использования сейчас не нужна духовная сила. Молот Чистого Неба имеет множество техник, которые можно использовать без духовной силы. Да и вес одного только молота достаточно, чтобы победить этого мастера поддержки. В оригинале почти никто не увидел, как Молот Чистого Неба появился в правой руке Ван Дуна. Однако в аниме огромная тень молота размером с здание шокировала всех, включая Императора Звездной Империи. Очевидно, что в серии этот момент с молотом сделали куда эпичнее и зрелищнее. Интересно, что в момент использования молота над ареной появляются гигантские фигуры обезьяны Титана и Буйвола Питона. Вероятно, они ощутили, что с Ван Дуном что-то не так. Появятся они лично или нет, посмотрим, что же будет в серии. Что касается самого молота Ван Дуна, он немного отличается от того, что мы видели у Тансана или Танхао. Возможно, с кольцами он станет еще больше и массивнее. Однако его появление сопровождается вспышками молнии и света. Очень величественное зрелище. Есть еще одна небольшая деталь в молоте Чистого Неба Ван Дуна. Эта маленькая деталь заключается в том, что на его молоте есть узор в виде бабочки. Этот узор соответствует первому боевому духу Ван Дуна, яркой богине бабочки. На самом деле, аналогичная ситуация есть и в первой части. Молот Тансана имеет связь с его вторым духом, сине-серебряным императором. Поэтому несколько отличается от молота Танхао, Тансяо и других. И это потому, что Тансан и Ван Дун обладают парными духами. Хотя у Тансана на молоте не было столь очевидного изображения сине-серебряной травы, но у Ван Дуна есть изображение его второго духа. И это довольно интересно. Такая деталь с богиней бабочкой на молоте добавляет интриги. Разумеется, Ван Дун победил с молотом Чистого Неба. Как второй боевой дух Ван Дуна, силу молота небес не следует недооценивать. В трейлере мы можем видеть доминирование и спокойствие Ван Дуна при использовании молота, как будто это оружие было создано специально для него. Мощная сила атаки молота Чистого Неба застала врасплох. Эта битва не только продемонстрировала силу Ван Дуна, но и позволила зрителям увидеть подъем новых сил в Академии Шрека. Тот мастер поддержки с колокольчиком тоже был в шоке от увиденного. Даже без навыков Ван Дун одержал верх и принес победу команде, сохранив славу Академии Шрека. Они действительно победили. Кто бы мог подумать, что команда, состоящая из мастеров с 2, 3, 4 кольцами, сможет одолеть могущественную команду из мастеров 50-х и 40-х рангов, а их капитан был 58-го уровня. Да, даже для Шрека это было невероятно. Хэкайто тоже был ошеломлен. Когда он проиграл свой раунд, он думал, что это конец. В конце концов, в команде противника все еще был мастер 58-го ранга, который не выходил на арену. И все же чудо произошло снова. Хотя Академия Шрека заплатила за свою победу кровью, они не потеряли славу. Они выиграли матч.
Академия Шрека снова вышла победителем. Все стоя наблюдали за тем, как Ван Дун, перекинув руку Хуэйхао через плечо, двигался в направлении Бэйбэя, чтобы поставить на ноги и его. Походка Ван Дуна была очень тяжелой, но в конце концов он доковылял до Бэйбэя, потянул его за руку и тоже перекинул через свое плечо. Выпрямившись, все трое величественно стояли на арене, как победители. С нетерпением ждем этой эпичной сцены с молотом. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, появятся ли Дамин и Эрмин, или это только их тени. Подписывайтесь на канал и всем пока.